IC Genius. Друзья, всех приветствую! IC Genius на связи. Сегодня в обзоре рассмотрим прекрасные динамические наушники от компании LED Shure. Я также хочу сказать, что мой первый обзор был снят 2 месяца назад на их шикарные по сей день планарные наушники, а именно Shure S12. Я думаю, уже все наслышаны и знакомы с ними. Буквально с них я и начал вести свою деятельность на YouTube. Ну а сегодня рассмотрим модель наушников Shure D13. Упакованы наушники в такую черную коробку средних размеров. Внешне она довольно похожа на коробку от S12 и имеет идентичные размеры. На лицевой части имеется логотип компании LED Shure, а здесь нанесено изображение самих наушников конечно же, с сертификацией Hi-Res Audio в этот раз. Сзади указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает 13 мм динамический драйвер с DLC диафрагмой. Чувствительность наушников составляет 105 дБ, а импеданс 16 Ом. Сразу скажу, что наушники очень легкие на раскачку. Теперь предлагаю рассмотреть комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это такая черная поролоновая вставка с самими наушниками. Их корпус изготовлен из алюминиевого сплава с таким круглым форм-фактором. Они очень легкие, имеют приятную тактильную поверхность. Получили в моем случае такой темно-серый цвет, имеют такую выделяющуюся красную отделку на лицевой части. Смотрятся очень хорошо, чисто идеальный мужской вариант. У наушников имеется 3 акустических отверстия, которые классно расположились на внутренней части наушников. А что касаемо сопел, их можно без проблем поменять в любой момент. В моем случае установлены вот такие золотистые. Можно их вот так открутить и поставить ту, которая вам нравится. Допустим, серебряного цвета. Ну и также стоит сказать, что конструкция и посадка, несомненно, получилась очень удачная, максимально удобная. Они нисколько не хуже по удобству Shure S12. Ну а здесь находятся различные карточки с информацией. Отсканировав эти QR-коды, вы без проблем можете связаться с производителем в любой социальной сети, в том числе и AliExpress. Имеется сертификат продукта. И нам положили инструкцию по эксплуатации с графиком АЧХ. И имеется такой вот большой каталог продуктов LED Shure. Все их наушники, в том числе и ЦАП. То, как все производится. Информация о компании. Веб-сайт, Facebook. Все здесь расписано, красиво показано. Действительно можно почитать, посмотреть все эти картинки. И информация здесь реально красиво подана. Ну а также нам положили вот такой фирменный, хороший, плотный черный чехол для наушников и амбушюр. В нем находился вот такой медный 4-жильный монокристаллический кабель с фиксатором для затяжки. Я выбрал балансный 4.4 коннектор для большего контроля над звуком. И кабель получил надежные 2-пин коннекторы, которые отлично и крепко подключаются к наушникам. Кабель действительно получился отличным и смотрится вместе с наушниками очень гармонично, дополняя их стиль. К этим наушникам компания Shure решила добавить возможность небольшого тюнинга путем возможности смены сопла. На выбор имеется серебряный и золотой. Серебряное сопло немного добавляет низких частот, а золотой имеет более сбалансированный звук. Использовал и слушал я наушники именно с золотыми соплами. Как всегда, в комплекте входят отличные амбушюры, которые, кстати, я люблю использовать и на других наушниках, а именно вот такие прозрачные с черным наконечником. Рекомендую использовать, слушать наушники именно с ними. Ну и также здесь еще имеется один комплект с простыми черными силиконовыми амбушюрами. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников. Использовал, слушал я эти наушники в связке с ЦАПом Dune DTS 500.
И моим вторым ЦАПом Sonata E44. Также, друзья, мне определенно стоит сказать, что эти наушники стоит прогреть перед прослушиванием хотя бы пару дней. Это пойдет им только на пользу, потому что из коробки звучание довольно яркое. Я также заметил это в день, когда их получил. Да и низкие частоты здесь были довольно странными и невыраженными. Серьезно, друзья, не поленитесь и прогрейте их как следует. Ну а теперь, как всегда, начинаю подробный разбор с их низких частот. Низкие частоты, несомненно, в этих наушниках получились отличными, с таким характерным динамическим откликом. Они довольно массивные, быстрые, с отлично выраженной атакой. Имеют отличную плотность и объем. Несомненно, их текстура и затухание также находятся на высоком уровне. Это и выделяет динамический излучатель среди других. Достаточно послушать один раз, чтобы понять, что да, это оно. Конечно же, в сравнении с Shure S12, их здесь, несомненно, больше, и ощущаются они уже совсем по-другому. Но у планарного излучателя есть свои плюсы, поэтому и сравнивать их особо не имеет смысла. Совсем разное звучание, которое тяжело сопоставить вместе. В целом, низкие частоты в этих наушниках получились довольно сбалансированными и не пытаются вырваться вперед всего остального. Что касаемо средних частот, то стоит сказать, что нижняя середина здесь немного утоплена, но в целом я встречаю это на многих наушниках с подобной V-образной настройкой. Несмотря на это, в этих наушниках сохраняется хороший динамический характер с отличными проработанными тембрами. И на удивление наушники получили хорошую техничность и слегка заметную теплоту. Мне нравится, как приятно звучат инструменты в этих наушниках. В то же время, с точки зрения скорости, точности, достоверности передачи нюансов звучания, особенностей звукоизвлечения тембров, все остается на высоком уровне. Это можно назвать сильной стороной Shure D13. Что касаемо барабанов, то они здесь довольно подчеркнутые и выраженные. В сравнении с Shure S12 в некоторых треках могут показаться островатыми за счет раннего подъема на 1 кГц, что усилило их заметность и дало такой характерный почерк в миксе. В целом здесь сохраняется по-прежнему отличное ощущение глубины и детализации. Очень хорошо и чисто звучат вокальные композиции. С женским вокалом, которых я переслушал в этих наушниках, действительно много. Ну а теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках. Они здесь кажутся довольно выраженными в сравнении с Shure S12. Более такие акцентированные, несмотря на то, что планарные высокие частоты на S12 тоже имеются в большом количестве и их там в достатке. Здесь они все равно звучат по-другому за счет динамического излучателя и сильно отличаются. Они менее воздушные, но при этом у них отличное разрешение и детализация, как для динамы. Но стоит сказать, что они так детально не отыграют тяжелый рок с кучей жирных гитар с дисторшеном и большим количеством инструментов. Все-таки планарный излучатель в этом случае справляется заметно лучше. Но если вы слушаете что-то более спокойное, где нет подобных явных перегрузов и тяжелых миксов, то по высоким частотам у вас не должно возникнуть особых проблем, если вы слушали также Shure S12. Также порадовало, что в этих наушниках нет каких-то глубоких провалов с потерей информации. Конечно же, скажу, что до прогрева наушников этот диапазон казался местами ну прям очень ярким, но после прогрева в течение нескольких дней этот диапазон стал более сбалансированным, и в целом особого утомления от прослушивания я не получал. Звуковая сцена и визуализация в наушниках Shure D13 действительно находится на высоком уровне. Имеется отличная точность расположения инструментов, отличная общая структура и проработка. В целом звуковая сцена звучит воздушно, широко, а ее глубина находится на отличном уровне, не уступая Shure S12. Вывод по данной модели наушников у меня получился таков, что, несомненно, Shure D13 это наушники, которые больше сделаны для удовольствия по разумной цене, а именно всего лишь $110 в официальном магазине Shure.
что сборка, что их внешность и комфорт находится лично для меня на высоком уровне. А их общая V-образная характеристика и приятная подача хорошо подходит для большего количества музыки. Мне нравится, что они уделили достаточное внимание области низких частот, и в целом я бы сказал, что наушники получили такую более сбалансированную, приятную настройку, несмотря на выраженную область в районе 1,3 кГц с акцентом на ударных и мужском вокале. Несомненно, стоит сказать, что наушники отличились тем, что они не пошли по пути S12. Это такая их противоположность, где не нужно сосредотачиваться на микро и макро деталях и анализировать музыку. Они созданы больше для того, чтобы получать удовольствие от музыки. Вот и вся истина, друзья. Определенно рекомендую эти наушники. Ссылка на покупку находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. Спасибо всем за просмотр, всем удачи, всем пока.